Вот, сэр, и приветствую, с вами сэр Холмс. Продолжаю проходить Morrowind, там Рейд Rebuild. Нахожусь в пещере, в которой мы тут... Вот, что, позвоночник лежит у него на столе. Неважно. Зачистили с этими двумя рыцарями пещеру с дедро-поклонниками. Я на всякий случай тут загрузился и чуть-чуть переиграл. Тут последнего оставалось тюкнуть. Потому что они говорят, мол, вернись в Хилним. По-моему, я тут еще не зачистил повторно. Вернись в Хилним, найди нас там. Но при этом их можно опять же позвать за собой снова. Нет, все зачищено уже. И я побоялся, что это мне могло багануть игру. И, собственно, решил переиграть, больше их за собой не звать уже после того, как последний дедро-поклонник пал. Да, вот здесь получается. Я уже подзабыл. Довольно много времени прошло с того момента, как я записывал предыдущий эпизод. Вот, но я помню, что все остальное уже было зачищено, поэтому надо идти дальше. Вот, я таки действительно намерен сходить в Хилним. По меньшей мере, чтобы завершить этот квест. Полагаю, от них какая-то награда предполагается мне. Или, возможно, какое-то продолжение еще. Но у меня здесь остался незавершенным квест. Это, в принципе, я все смотрел уже, наверное. Все тут как будто все обновилось. Ладно. Квест с поиском Ашлендера. По квесту надо опрашивать народ в Мороге. И я думаю, сейчас вернуться, там поговорить со всеми и продолжить запись уже, когда что-то выясню или когда не выясню. В общем, никто в Мороге не знает, где можно найти Ашлендера. Возможно, имеет смысл поискать в окрестностях, либо в Хилниме. Может быть, в Хилниме даже кто-то что-то знает. Ну, еще плюс мне нужно подождать 3 суток. Какая красота тут, да? 3 суток, пока вернутся вот эта вот парочка со своего рейда против бандитов. Может быть, они что-то скажут. Тем более, что у этого парня теперь как бы должок. Он мне, конечно, дал свои сапоги, но я же аргонянин, я их носить не могу. Кстати, это я могу надеть? О, ничего себе. Какой. Но, пожалуй, верну свою шляпу обычную. Ну, совсем необычную, конечно. Я к тому, что привычную. Вот, а теперь двинемся в Морог. Искать тех рыцарей. Ну и, глядя по сторонам, в поисках чего-то эшлендерского. Меня плюс интересует еще побродить по дорогам. Плюс-минус по вот этой дикой местности мы с вами уже побродили. А мне, в первую очередь, как вы знаете, интересны транспортные сообщения, то есть дороги и так далее. Что и как. Ну, в первую очередь дороги, да, конечно. Потому как Fast Travel, пусть он тут и такой лайтовый, типа корабли, силдстрайдеры, но... А тут вообще можно дойти до Хилнима? Что-то вот я сомневаться начал. Надо осмотреться. Ой, ой. Жуки, жуки. Ну, сейчас я на тебя попрокачиваюсь. О, нормально попал.
ты еще, а? О, ничего себе. Так, восстановление здоровья. Это все не очень интересные ингредиенты. Я все не могу взять за Что-то похоже, реально нет дороги в Хелним. Вот, подожди, может вот это? Где-то тут должны быть указатели, наверняка. Да, я знаю, я мог не заморачиваться и просто напрямую пойти в сторону Хелнима по карте. Вы же знаете, мне так неинтересно. Тем более, что я его видел уже. Камораль, Дримки, Мелосия, Марок. Сюда, да, наверное? Ага. Понял, все. Да, действительно, дорога уходит довольно далеко. Вместо того, чтобы просто по берегу добраться до Хелнима, она вот так вот вихляет прям. Ничего, прокачивать надо это все тоже. Ну у меня всего был на 7 развит навык. Неудивительно. Я думаю, пока возможность есть, надо качать. Это все не очень интересно. Вот, идея Флавия с тем, чтобы успокаивать всякую низкоуровневую живность магии, хороша. Мне что-то сейчас подумалось, что если есть возможность что-нибудь прокачивать, даже хотя бы какой-нибудь, знаете ли, рукопашный бой, я скорее предпочту это, потому что, иллюзия и так у меня. Главные навыки я так или иначе разовью. Так, а что тут у нас? Здрасте. Меня зовут Релур Силвайн, и я путешествующий торговец. К твоим услугам. Я направляюсь в Амар, потому что я слышал, у них там есть большой торговый зал. Есть такой, да, бывал я у них. Яшлендеров тут не видели. Вообще нет такой реплики. Может, слышно, что в этих краях? Все эти восклицания по поводу защиты прав собственности, закона, все там, империя, бла-бла-бла. Кстати, а чё? Эта фраза часто мелькает, а я уже и забыл, что она значит. Заметил ли ты за всеми этими провозглашениями о защите прав собственности, сохранения закона и порядка, имперский легион ничего не делает, чтобы поймать этих проклятых отступников? Это немного лицемерно, не думаешь ли? Вообще-то это логичным даже кажется, что империя не влезает в всякие теологические дела своей провинции, учитывая, что тут она довольно много сохраняет возможности Моровинду своих собственных традиций, там, чтить свою собственную религию, там, вот это вот. Довольно много автономии, в общем. И поэтому она и не лезет в эти дела, наверное, так. Это же не против религии империи отступники выступают. Так, это неинтересно. Да, ядра неинтересно. Местность. Это у нас хребет Бэти. Мы тут живем потихоньку, но жизнь хороша. Но никто не имеет конкретную власть над этой зонной местностью, поэтому мы весьма независимы. Хребет Бэти. Есть несколько относительно безопасных дорог через хребет. Относительно безопасный означает, что ты не рискуешь заблудиться, свалиться со скалы или
попасть в засаду кочевников. Ну или быть съеденным дикими животными. Но также ты можешь встретить бандитов на дороге. Но если ты не караванщик, они тебя не побеспокоят. Бандиты редко нападают на одиночных путешественников, у которых ничего ценного нет. Спасибо, вот это было интересно. Так, торговец. Ну, кстати, да, надо с тобой поторговать. О, кстати, у него чего только нет. Это все мне не очень интересно. А вот продать ему можно, да, что-нибудь. Формуляр алхимика. Это, кстати... А, вот руины Кемелзен. А, он не покупает такое. Ишь ты какой. Шлем для тебя дороговат будет. Ой, я, наверное, для коллекции оставлю ботинки. Не такие уж и ценные, кстати, они. Огненный щит. Ну, это я зелье сам сварил. Не думаю, что... Хотя, в принципе, можно оставить. А вот сопротивление ядом продам, потому что у меня и так неплохое сопротивление. А предугадать, когда тебя будут травить, сложно. Какие-то всякое. Тут наварил зелья за кадром. Зелий. Ладно, давайте по стандарту продам драгоценные камни просто. Можно кожу до эдра продать еще. Наверное, чем я и займусь. Ой, так нормально будет, да? Смотри, он не хочет. Ну, хоть так. May I help you? Это его охранница, да? А, он тоже можно торговать. Я продаю еду. Недавно только в этом бизнесе, поэтому предложить мне особо нечего тебе, боюсь. Не правда ли эти места прекрасны? Тут можно неплохо отдохнуть. И животным здесь хорошо. Ну или животных много тут. Но тебе следует их порой опасаться. Что-то такое она говорит. Про хребет Бейти то же самое. Но это все уже мы слышали. Ну, 400 монет неплохо. Для начинающего торговца. Можно что-нибудь даже купить тут, закусить. Давненько нормально не кушал. Дешанский. Давай коловянского. Я вот. Ничего еще хотел бы. Мясца какого-нибудь, наверное. Пока гути. А, пойдет. Давай. О, на все деньги удалось. Круто. Ладно, спасибо, добрые меры. Что-то тут интересное, смотрите-ка. Скелеты, серьезно? Знаете, мне кажется, мне надо тут вмешаться. Никс гончая. А что с ними стало? Они какие-то замедленные.
По-моему, предыдущая тоже была такой же замедленной. Ладно, будем думать, что они заболели все просто. Нападет? Что происходит? Она на меня нападает, смотри. Что, никто мне не поможет? Это прям увлекательно. Сражаться тем, чем я сражаться не умею. Немного чувствую себя первоуровневым чуваком. И это прекрасно, по-моему. Так, у меня еще один свободный маленький камень душ. Что, все, по-моему, замедленные какие-то стали? Ну-ка, скелетов проверим. Смотри, заблокировал мой удар. Какой. Но этот вроде был довольно быстрый. Хотя надо было от него побегать, посмотреть. О, а это что такое там? Плантация как будто какая-то. Слушайте, интересно, надо и тут поисследовать. Ну, это Тель-Мусада, очевидно, там. Тель-Мусада же? Ага, она. Вот это прям точки интереса. Можно еще повыше залезть, посмотреть. Вроде больше ничего такого примечательного. Да, давайте, наверное, за 8 или сколько там серий в Кемелзе я уже даже соскучился по всяким обычным данжам. Если в пещерке я недавно побывал, то... Так, наверное, пора уже доставать что-нибудь поинтереснее. Все затоплено. Нырять придется, да, похоже. Слушайте, да, что-то, по-моему, тоже как-то... Ну, хотя... Ну, скелет под раздачу попал. Так. Скелет пошел сюда. А куда пошел? А, наверное, сюда. Да. Костяной лорд сюда. Скелет разносчика чумы. Так, сейчас можно и перезарядить сразу. Так, супер. И можно вот эти вот зелья потихоньку выпивать. О, смотрите, красавец тут у нас. Так, стрелы. Вот эти надо бы тратить. Ну, хотя холод, наверное, не очень. Давай вот этими просто. На мертвяков-то холод не очень, да, действует? Убежал, смотрите. Надо было не...
Ну ладно, вроде Костяной Лорд быстро убежал. Будем думать, что с игрой все в порядке. Смотри, какое. Сопротивляется. Камни душ выпадают с них. Хотя, знаете, я полагаю, камни душ вкладываются вот в этих вот стражей предков, когда их создают в Некроме. Ну, или где-то, может, еще их создают. Надо, кстати, почитать вот этот вот трактат о подготовке трупов. Я сейчас точно не помню, но, возможно, там описывается как раз вот не некроманская практика кощунственная, а подготовка именно вот духов предков. Так, ну это не интересно ничего. Вот ловушка еще. Мой великий щуп, ложка. Воин. А где твое оружие? Что-то у меня шлем назначен парадный на горячую клавишу. Нечаянно надел его. Да, оружия у него не было. Ладно, бывает, наверное, такое и в оригинальной игре баги. Что-то как-то сегодня немного тоже сломанная серия какая-то, но ничего страшного. Вы особо экспириенс это не портит. Что с этим парнем как... Сразу отъехал. Хотел его... Ну, хотя нет, их лучше... Они вроде идут в... Книгу заклинаний... Ой, в книгу заклинаний. В большие камни душ великие. Это неинтересно. О, там что-то, смотрите, затонутые... Затонувшие хранилища. Так, ладно, сейчас я тогда подготовлюсь к нырянию. Примерно так. С собой беру только свиток перышка. Вот такого, да? Одно вот такое зелье. На всякий случай. Одну отмычку мастера полную. И один щуп мастера вот этот. Ну и все, что на мне. Так, больше ничего. Ну, как бы. Понимаете. Как бы. Что выкладывать это все каждый раз, это ужасно. Ой, еще дрелгов тут не хватало. Ну-ка, давай, иди сюда. Собственными силами на себя скастовал. Сколько ж вас тут? Дыхание под водой. Пока восстанавливалась мана. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот что-то мне нехорошо. Давайте-ка сейчас прям выпью это. Скелет маг. Вот я сейчас остро ощутил, что... кстати, я был неправ. Я же камней душ-то с собой не брал, по идее. А куда, кстати, это все? Все, этого у меня нет, значит, ничего.
Так. А вот теперь у меня есть один камень душ. То есть какой-нибудь типа Боунлорда можно поймать. Или вот этого парня, да, вот его можно. Отлично. А перезаряжать пока особо нечего. Кстати. Или есть чего, ну-ка. Ничего. Ну ладно. Сувенир с собой в карман положил, камень душ нормально. Ну, вот это, кстати, говорит о том, что... Вот с точки зрения того, что... Я точно не допустил бы какой-нибудь вот такой вот подобной ситуации, что... О, это подойдет. Камней душ у меня нет с собой, а я тут... Хотя я бы все равно, наверное, по привычке пытался поймать кого-нибудь в камень душ. Просто забыв, что у меня нет камней душ. Да, ладно. Нормально. Как они тут всплыли, скелетики. А, смотрите, у них даже имена есть. Нуратил, а ты кто такой? Кольцо, вы знаете? У меня есть подозрение, что это кольцо может быть уникальным. Возможно, связанное с квестом каким-то, поэтому я тут его оставлю. Я подозреваю, что есть где-то, может быть, квест. Сходи в эту гробницу, тюкни этого скелета, принеси мне с него кольцо. Вот что-то в этом духе. Вот, кольцо не выглядит уникальным, то есть оно действительно не уникальное. Вот, я его, если возьму с собой, могу попросту продать. А, у меня же в руках отмычка. Вот тут. Могу его продать, забыв, что он потенциально квестовый. Вообще, даже если его не продам. Все равно забуду. Часть 6. Я, по-моему, 4-ю последнюю читал, так что не для меня немного. Ну, в общем, поняли мою мысль по поводу. Так, теперь я хотел бы сюда сплавать. А, это фонтанчик. Вот, собственно, и все, ладно. Надо бы одеться. Продолжу сразу отсюда, снаружи. Посмотрим, что тут за развалины такие. О, этот Никсгонч уже быстрее передвигается, смотрите. А, прекрасно застрял. Так, вот. На! Выкуси. Так, я могу что-нибудь перезарядить? Так вот. Мне принципиальнее прокачать навык. Вот, с Алитом, может быть, лучше не связываться в ближнем бою, а? Хотя вот их можно было бы успокоить в теории.
Еще раз, что у нас дает шкура Алита? Ничего интересного. Телекинез, конечно, прикольно, но я и так знаю заклинание телекинеза. По-моему, там кто-то вон. Женщина какая-то. Гуар. На Гуара наступил. Здравствуй. А чё это тут? Невера Дорано. Приветствую, органианин. А не захочешь ли ты вдруг помочь мне в поиске моего семейного наследия? Да. Все эти развалины, которые ты видишь вокруг нас. Раньше это была маленькая деревня под названием Нита. Я не буду тебя... как это сказать-то? Утомлять историей. Разве что, если тебе неинтересно самому, но... Если вкратце, мои бабушка с дедушкой оба потеряли свои жизни, когда деревня была уничтожена. У них был ценный меч, который был в моей семье на протяжении поколений. И я прибыла сюда, чтобы восстановить его, вернуть его, вот. Ну, как бы то ни было, я не могу найти ни одной подсказки в этих руинах. Давай, продолжай. Подозреваю, что он мог быть погребен вместе с их прахом в моей родовой гробнице, которая здесь неподалеку. Ну, вот как раз я в ней и был. Как бы то ни было, я слышала, что в Тель-Мусаде... То есть слышала в Тель-Мусаде, что... в этой гробнице похозяйствовали злостные некроманты. Я туда не войду, но, возможно, ты захотел бы от моего имени. Конечно, поможем, чё бы нет. Превосходно. Гробница находится неподалеку, прямо на северо-запад отсюда. Ну, если просто пойдешь вдоль холмов. Пожалуйста, будь осторожен. Попытайся... особо не беспокоить прах моих предков. Ну, расскажи про это деревеньку-то. Интересно. Я люблю историю. Чё ты? Ты не утомляешь меня вовсе? Маленькая процветающая деревушка. Она была домом моих бабушки с дедушкой долгое время. Но, в конце концов, была уничтожена безумным учеником Тилвани, который отчаянно пытался доказать свою магическую силу. Но заклинание не удалось, и целая деревня была сожжена. Местные власти Тилвани особого значения этому не придали, но для моей семьи это было трагедией. Дом наших предков пропал. Да, печально. Уж эти Тилвани, да? Меч, да, говоришь? Ладно, пора возвращаться в гробницу, значит. Ой, подожди, я бы хотел тут еще немного осмотреться.
Вот с этой кучей травы тут, конечно, в таких местах стало тяжелее ориентироваться. Но с другой стороны, оно и... Кстати, я тут проводил инвентаризацию своих заклинаний. У меня есть, смотрите, вот что. Поглощение здоровья. Самое то, по-моему. Ну, иди сюда. Вот, по-моему, еще блок прокачиваю таким образом. Хотя нет, это скорее баг был. Когда у тебя заклинание наготове, ты не можешь блокировать щитом ничего. Коммуника, отлично. О, смотрите, что тут еще есть. Это похоже... Ух ты. Какой водопадик. А тут и правда красиво. Согласен с местными. Ладно, давайте. Сконцентрируюсь на задании. Черт с ним, с этим шалком. А вот это, кстати, тоже выглядит интересно. Ой. Ты-то что, ты куда лезешь? На. Отъехал. Как раз маны хватило. Так. Милость Велота давай. Так, ну да, мне туда. Довольно долго действует восстановление маны, поэтому я продолжаю кастовать. Вот, все. Ну, я видел, какой-то меч там лежал. Может, это он и есть. Вот здесь. Попробуем. Как это ни странно, нет, мяч она не принимает. Что-то не то, значит. Вот, в затопленной части как раз есть что-то такое. Я не знаю, как я так невнимательно все осматривал. Похоже, хитиновый, да, меч обычный. Ага, длинный хитиновый меч. Может быть, оно было названо иначе, прежде чем я сюда пришел. Все, пора возвращаться. На этот раз меч действительно тот, что нужен. Кстати, забыл показать вам, что я в той гробнице целый арсенал мечей, ну, разных клинков собрал, там со всех скелетов в том числе. Вот, и наконец-то нашел нужный. Вот, значит, принес я ее наследие. Она говорит: о, я вижу, что меч у тебя. Пожалуйста, верни его законному наследнику. Я выбираю вернуть, и она такая: спасибо, спасибо большое. Не могу описать, насколько я рада держать этот меч снова. Пожалуйста, пожалуйста, возьми эту награду. Ты ее определенно заслужил. И награда 500 монет. Вот, ну. Что тут еще можно добавить? Вот эти точки интереса тоже я исследую, но это уже в следующем эпизоде. На этом давайте закругляться. Тут такая позитивная, логически завершающая нота. Поэтому продолжим позже. Вот, а вам спасибо за просмотры, лайки, подписки, комментарии ваши. Кстати, всегда им рад. На все отвечаю. Иногда хорошие обсуждения получаются, так что пишите. А с вами был Сэр Холмс, Morrowind Rebuild. Пока-пока. Вот, вы только гляньте, какие тут рядом с Морогом обитают интересные ребята. Правда, полутать что-то нечего с них. И вот еще, смотрите какой.
какой-то он. А, он еще и нападает? Агрессивный, смотри. Ну, раз ты такой, я с тобой церемониться не буду. Гигантский кефалопод. Цефалопод. Смотрите, какой. С него выпадает он чешуя. Ну, хорошие свойства. Вот как раз действительно из них доспехи делают, как Мэтт Реван упомянул. Интересно, тут проработали прям даже живность подводную.